Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavara Sodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavara Sodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Bhajanana Yamunatira Vanachari. Yamunatira Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajikacharya Astotra Shata Shri Srimad Abhaya Charavinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajikacharya Astotra Shata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Hashyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Mayapur Navadvi Padhama Ki Jai. Shri Vrindavana Madhura Dhama Ki Jai. Ganga Maya Ki Jai. Yamuna Maya Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय. Приказ Мридан издательство распространения трансцендентных книг Шрила Прабхупады Ки Джай. Крантарат Шримад Бхагаватам Ки Джай. Самавета Бхактавринда Ки Джай. Гура Превананде. Вся слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. Вся слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. Вся слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. Вся слава Шри Шри Гуру и Шри Гауранги. Вся слава Шри Прабхупаде. Намо Вишну Пада Кришна Кришна. Харе Кришна. Приветствую всех преданных, кто здесь собрался. Харе Кришна. Начнем обсуждение Шримад Бхагаватам. Значит, сегодняшние тексты 25-26 и переходим на другую главу, правильно? Today's verses 25, 26, and then next chapter, verse 1. А глава называется, что-то у меня просто программа такая, нет названия главы. А сейчас я вижу, как на экране. 14, значит, 4, 15, 25, это у нас глава называется как? Рождение, коронация. Рождение, коронация Притху Махараджа. So, chapter 15, currently we are reading, entitled Birth and Coronation of King Prithu. А 16 глава называется? Сейчас посмотрю. Певцы прославляют царя Притху. Певцы прославляют царя Притху, 16 глава называется. And chapter 16, entitled The Singers, one second, Praise of King Prithu by the Professional Reciters. Профессиональными чтецами прославления Притху, царя Притху. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Значит, 4, 15, 25. Я прочитаю тексты сам, а там без комментариев. Уже 16.1 мы прочитаем вместе. So text 25, 26 I'll read myself, and text 1 in the next chapter we will read together. Прабхо хятманах стотрам джугупсантяпи вишрутаха шимантах парамодарах пурушам вавигардхитам. Перевод. Как человеку, дорожащему своей честью, неприятно слушать о своих недостойных поступках, так и человеку по-настоящему знаменитому и могущественному неприятно слушать словословие в свой адрес. Следующий, 26 стих. Ваям вавидиталоке сутадяпи варимабхи дharmavi катхам атманам капаяшьяма балават. Махараджа Притху продолжал. Мои дорогие преданные во главе с сутой, пока я ничем не заслужил ваших похвал, ибо не совершил ничего замечательного. Судите сами, могу ли я позволить, чтобы вы, как малые дети, воспевали мои несуществующие подвиги? Комментарий Прабхупады. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 15 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Рождение и коронация царя Притху». Так, сейчас мы прочитаем сегодняшний стих, это уже 16 глава. Так, первый стих. Да, певцы прославляют царя Притху. So next chapter we will read together the verse number 1. Майтрея Увача. Майтрея Увача. Ити. Бруванам. Липати. Гаякаха. Муни. Чодитаха. Тушту. Тушта. Манасаха. Тат. Вак. Амрита. Севая. Майтрея Увача. Ити бруванам нрипатим. Гаяка муни чодитаха. Тушту манасас. Тадвак амрита севая. Майтрея Увача. Ити бруванам нрипатим. Гаяка муни чодитаха. Тушту манасас. Тадвак амрита севая. Майтрея Увача. Ити бруванам нрипатим. Гаяка муни чодитаха. Тушту манасас. Тадвак амрита севая. Пожалуйста. Майтрея Увача. Майтрея Увача. Ити бруванам нрипатим. Гаяка муни чодитаха. Тушту манасас. Тадвак амрита севая. Майтрея Увача. Ити бруванам нрипатим. Гаяка муни чодитаха. Тушту манасас. Тадвак амрита севая.
Майтрея Вача, Матрея Вача, Ити Бруванам Дрипатим, Ити Бруванам Рипатим, Гая Камуни Чодитаха, Гая Камуничодита, Тушту Вустуштаманаса, Туштаванасас, Тадвакамрита Севая, Тадвака Амрита Севая. Еще Майтрея Вача, Майтрея Вача, Ити Прабханам Нрипатим, Ити Бруванам Рипатим, Кая Камуни Чодитаха, Гая Камуничодита, Рашто Вастоста Манасас, Туштаванасас, Тадвак Амрита Севая, Тадвак Амрита Севая. Майтрея Вача, Матрея Вача. Вот. великий мудрец Майтрея сказал, Великий мудрец Матрея сказал, идти идти так, так, Бруванам, Ванам, говорящего, говорящего, Нрипати, Дрипатим, царя, царя, Гаякага, Гаяка, истцы, Ци, Муни, Муни, мудрецами, мудрецами, Чодита, Чодитага, побуждаемы, побуждаемы, Тушту, Тушту, восхваляли, удовлетворяли, восхваляли, удовлетворяли, Тушта, Тушта, удовлетворенные, удовлетворенные, Манасага, Манасаха, их умы, их умы, Тат, Тат, его, его, Вак, Вак, речи, речь, Амрита, Амрита, нектарная, нектарный, Севая, Севая, слушая. слушай. Перевод и комментарий о божественной милости Абхай Чаранравинда Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Великий мудрец Майтрея продолжал. Исполненные смирения речи царя Притху источали нектар и доставили певцам огромное удовольствие. Поэтому они снова стали превозносить достоинство Махараджа Притху, повторяя то, что услышали от великих мудрецов. Комментарий. Употребленное в этом стихе слово «муни чодитага» указывает на то, что певцы получили наставления от великих мудрецов и святых. Хотя Махараджа Притху только что взошел на престол и еще не успел проявить свое божественное могущество, певцы Сута, Магадха и Вандит уже распознали в нем воплощение Господа. Понять это им помогли наставления великих мудрецов и ученых браманов. Чтобы понять, кто является воплощением Бога, а кто нет, нужно спросить об этом сведущих людей. Наше собственное мнение мало что значит. Как говорил Нароттам Дас Такур, в духовных вопросах нужно опираться на мнение святых людей, слова авторитетных писаний и наставления от духовного учителя, садху шастра гуру. Духовный учитель – это тот, кто строго следует всем наставлениям своих предшественников, а именно садху или святых. Слова истинного духовного учителя никогда не расходятся со словами авторитетных писаний. Обыкновенные люди должны следовать указаниям садху, гуру и шастр, слова которых никогда не противоречат друг другу. Почему так здесь написано? Слов, может быть. Как там? Я не знаю, тут листают, я не понимаю. Это абзац перед последним абзацем. Последняя строчка. Можете повыше поднять, пожалуйста, Юриш Прабху? Слова истины никогда не расходятся со словами обыкновенные люди. Там нормально. Обыкновенные люди. Обыкновенные люди должны следовать указаниям садху, гуру и шастр, слова которых никогда не... Слова которых, да, все правильно. Это я не понял. Слова которых никогда не противоречат друг другу. Сута и Магадха нисколько не сомневались в том, что царь Притху был воплощением личности Бога. Поэтому, хотя он и не желал, чтобы певцы воспевали его божественные качества, которые в то время еще не проявились, они продолжали восхвалять его.
Более того, скромность и деликатность царя, который на самом деле был воплощением Бога, доставили преданным огромное удовольствие. Выше 4.15.21 говорилось, что, беседуя с певцами, царь Притху находился в хорошем расположении духа и улыбался. Так Господь и его воплощение учат нас мягкости и смирению. Своим поведением Махараджа Притху покорил сердца певцов. Поэтому они продолжали воспевать его добродетели и даже предсказали будущее деяния царя, о которых слышали от садху и мудрецов. Ом Агьяна Тимирандася Генанджана Шавакая Чакшугу Миритам Нината Смайши Гурейну Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитам Нинабутали Сваям Рупа Кадама Пьям Дадати Свабадантикам Ванчикал Патарупяшча Крипа Синхубе Эва Чапатитанам Паваневья Вайшнавил Намо Намаха. Чай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе. Еще раз текст. Великий мудрец Майтрея продолжал: исполненные смирения речи царя Притху источали нектар и доставили певцам огромное удовольствие. Поэтому они снова стали превозносить достоинство Махараджа Притху, повторяя то, что услышали от великих мудрецов. Здесь на самом деле несколько важных тем, которые обсудим. Several few topics here, which I would like to speak about. Я хотел подчеркнуть важность Шраванам, прежде всего, то, что мы сейчас в данный момент пытаемся делать, Шраванам Киртанам Вишну, говорить, слушать и говорить о Кришне. First of all, I would like to emphasize the importance of Shravanam. What we are now trying to do is engage ourselves in the Shravanam, Kirtanam, hearing about the activities of the Lord. Шрила Прабхупада делал акцент на Шраванам Киртанам. Prabhupada was emphasized Shravanam and Kirtanam the most. В одном из комментариев в читании Чаритамрити, это Мадхья Лила 19.132, Шрила Прабхупада говорит, что сахаджи хотят показать, что возвысились до такого уровня, на котором уже не нужно утруждать себя чтением, написанием и слушанием книг. In Chaitanya Charitamrita, in the purport 19, Madhya Lila 19.132, Srila Prabhupada saying that the sahajas, they think they are so much elevated that they do not need to hear anymore about the activities of the Lord. Однако чистые преданные, идущие по стопам Шрилы Рупы Госвами, отвергают эту философию сахаджи. But the pure devotee who is following by the footsteps of Srila Rupa Goswami refusing this philosophy of sahaja. И Бхакти Ситанта Сарасвати Такур, он давал своим ученикам свои прямые указания писать книги. Более того, он считал, что издавать книги важнее, чем строить храмы. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, it was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's opinion, and he specifically told his disciples to write books. He actually preferred to publish books rather than establish temples. Здесь Прабхупада говорит, строительством храмов должны заниматься обычные люди и преданные неофиты, а долг возвышенных и полномоченных Господом преданных писать и издавать книги и повсеместно распространять их. Чуть повыше, Yogesh Prabhu, повыше. Temple construction is meant for the general populace and neophyte devotees, but the business of advanced and empowered devotees is to write books, publish them and distribute them widely. Поэтому мы просим членов Международного общества сознания Кришны издавать как можно больше книг и распространять их по всему миру. Так, идя по стопам Шрилы Рупы Госвами, нужно стать преданным Рупанугой. Consequently, we always request members of the International Society for Krishna Consciousness to publish as many books as possible and distribute them widely throughout the world by thus following in the footsteps of Srila Rupa Goswami. One can become a Rupanuga devotee.
Да, это несколько слов о важности Шравана. It's a few words about the importance of Shravanam. Поскольку мы должны всегда знать, что мы делаем и зачем мы это делаем. Because we always have to be aware of what we are doing and why we are doing that. И Шраванам, Киртанам, Вишну это первые, так сказать, методы и самые важные методы преданного служения Кришне. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, this is the most important first and most important methods of devotional service. Итак, сегодня можно еще подчеркнуть тему Гуру Садху Шастры, очень важная тема. Today we can also discuss the topic about Guru, Sadhu, and Shastra. This is also very important. На самом деле, Шрила Прабхупада очень часто цитирует вот именно Нароттама Даса Такура, о чем в сегодняшнем комментарии Шрила Прабхупада тоже намекает, что Нароттама Даса Такур, он всегда, он говорит «Садху Шастра Гуру Вакя Читете Коря Айкя». And Srila Prabhupada actually many times he often recited Narottama Das Thakura about what we read in today's purport, that this song Guru Sadhu Guru Садху Шастра Гуру Вакя Читете Коря Айкя. Yeah, this song. И Прабхупада всегда, значит, комментирует этот момент, что святой человек или истинный гуру должен обязательно опираться на слова святых духовного учителя и шастр. Srila Prabhupada always stressing that point that the spiritual master should base his instructions on saintly persons, on instructions of saintly persons, sadhu, shastras, Vedic scriptures, он саду, на саду и шастры, да, он должен опираться? На святых духовного учителя и шастр. Садху, гуру, шастр. То есть, ну, он же сам гуру, то есть он должен на слова своего гуру, да, опираться? Да, также на таком же принципе, конечно. And also on the words of his own guru. Да, и я слышал такую фразу от своего гуру Махараджа, что не только гуру, или не только садху, и не только шастра, а должно быть именно вот этот триптих, вот этот гуру, садху, шастра. And I heard from my Guru Maharaj that we should not only base our knowledge only on one thing, only on sadhu, or guru, or shastra. No, it should be triple. Three things should go together. Да, например, кто-то может выдернуть из контекста слова, из источника вечного наслаждения, что Кришна проповедует карму мимамсу, да, Индри, да, Индри проповедовал, мы вчера читали. Нанди Махарадж, да, чтобы прекратить жертвоприношение, которое было предназначено для Индры. For example, something can be taken out of context and misinterpreted or understood not correctly. For example, that we read yesterday, the story about Krishna when he tried to persuade Nanda Maharaj do not perform sacrifice for Indra, and he was preaching karma mimamsa philosophy. Атеистическая философия, на самом деле. This is atheistic philosophy. Вот, и кто-то может сказать, ну вот же Кришна проповедует такую нам философию. Но в каком контексте нужно знать, поэтому есть комментарии Шрилы Прабхупады на эту тему, чтобы отговорить Индру, чтобы люди чтобы уговорить Нанду Махараджа не проводить жертвоприношения в
честь Индры. But we need to understand why, the reason why Krishna preached that philosophy, and Srila Prabhupada in the purport explaining, that so that to stop Nanda Maharaj to do yagya for Indra. Да, вот так вот Кришна, видите, он хитростью может проповедовать. So Krishna can be, he can do some tricks, preach by some tricks. Да, Кришна Бхагаван. Krishna is Bhagavan. Да, и еще момент про гуру. Например, гуру в 2.5 Бхагавад-гите, там комментарий, короткий комментарий, Прабхупада говорит, что в Священных Писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться. In Bhagavad Gita, to the purport, to the verse 2.5, Srila Prabhupada saying that we should reject those spiritual masters who is acting not according to the who engages in the abominable action and has lost his sense of discrimination, is fit to be abandoned. Да, и тоже такой же принцип здесь. Например, гуру какой-нибудь нам говорит, ну, он авторитетный для нас гуру, но он говорит, давайте пойдем на дискотеку и будем там танцевать. The same principle here, if some guru which we are accepting as an authority is telling us, okay, let's go to the dance club and we will be dancing there in the nightclub. Или может выпить стаканчик вина для здоровья, или еще чайку. Or we can drink a glass of wine or tea, cup of tea. И мы вот в этом случае мы должны ссылаться на принцип анукуляси санкалпа и задать такому гуру вопрос, а как же принцип анукуляси санкалпа? And in that case, we should refer to the principle of anukulyasya sankalpa, pratikulyasya vajanam. So we should accept everything favorable for devotional service and reject everything unfavorable. А как же нам отвергать все, что неблагоприятно для преданного служения? So we should reject everything which is not favorable for devotional service. И вот как раз Прабхупада вот в одном комментарии в Мадхья-лиле, он как раз говорит, что на самом деле важнее всего шастра, богооткровенное писание. And in one purport to Madhya Lila, Shri Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada writes that in actuality the most important thing is Shastra. Если духовный учитель говорит не то, что написано в шастре, его не следует считать духовным учителем. If spiritual master is saying something different, what has been written in Shastras, so we should not accept him. Мы должны отвергнуть такого, да? Не следует считать его духовным учителем. We should not consider him the bona fide spiritual master. Да, если святой человек тоже говорит что-то расходящееся с шастрой, это не святой. And if a saintly person saying something different from the Shastra, we should not be understood that he is not a saintly person. Шастра – это основа всего. Shastra is the base of everything. Прабхупада говорит, к сожалению, в наше время люди не опираются на шастры, поэтому они считают мошенников аватарами Бога. And further, he's saying that unfortunately nowadays people do not basing his opinions on Shastra. That's why they are considering every rascal as incarnation of God.
Поэтому мы знаем, какие воплощения описываются в шастрах, а конкретно в Шримад Бхагаватам, где как раз и описывается Притху, а воплощение Господа Притху Махараджа. And we know from the Shastras, and specifically Shrimad Bhagavatam, the incarnations of Lord of the Supreme Lord, which incarnations he has, and here is the example of Prithu Maharaja. He is also incarnation of the Lord. Мы также знаем из первой песни Шримад Бхагаватам, что Кришна стул Бхагаван Сваям, Кришна источник всех этих воплощений. Also, we know from the first canto that Krishna stood Bhagavan Swayam, that Krishna is a source of all incarnations. Шрила Прабхупада в науке самосознания тоже говорит об этом принципе Гуру Садху и Шастр. And then in the Science of Self-Realization, in that book, Srila Prabhupada also writes about the principle Guru Sadhu and Shastra. Гуру несет то же самое послание. Гуру не меняет послание. Как, например, почтальон несет какую-то телеграмму, он не меняет смысл этой телеграммы, он не дописывает туда ничего, в эту телеграмму. Guru acting as a postman, exactly like the postman, he just delivering the message. He didn't. He doesn't change something, adding or subtracting. He just delivering them the parcel as he received it. И Прабхупада говорит, Вьясадева, он записал Бхагавад-гиту, он никогда не говорил, это мое мнение, это мнение Кришны, Шри Бхагавану Вачу, он говорил. Like Srila Vyasadeva, he wrote Shrimad Bhagavatam, but he never said that it's my opinion or I think. He's always saying that it's он говорит, что это слова Верховного Господа, да? Шри Как он говорит? Бхагавану Вачу, да. То есть он всегда, so he always saying that Shri Bhagavanu Vacha, the Supreme Lord said. Следовательно, Шрила Вьясадева является гуру. So the conclusion is that Srila Vyasadeva he is a guru, a bona fide guru. Люди могут быть разными, но послание Кришны остается одинаковым. People might be different, but the message is remaining the same. И Шрила Прабхупада приводит пример 9.34 Ман Манабава Мат Бхакто Мадьяджа Намаскуру. And the example Srila Prabhupada giving is 9 Bhagavad Gita 9:34. Manmana Bhava Mad Bhakto. That verse is recited. И мы также должны нести то же послание. Это несложно. And we also have to deliver the same message. It's not difficult. Не надо ничего не убавлять, не добавлять. Все есть у нас. We don't need to add something or subtract something. We are giving everything. Итак, здесь еще одна тема. Притху Махараджа, он смиренно, он проявляет смирение. А смирение, как мы знаем, это противоположная сторона медали от гордости. Prithhu Maharaj, he is manifesting humility here. He's very great, acting as a very in a humble way, and the humility, the opposite of the humility, opposite side is гордость, да? Сказали гордость? Да. Pride. Да, и Притху Махарадж не хочет слушать прославления, пока, как он считает, незаслуженное прославление в свой адрес. Prithhu Maharaj doesn't want to hear praises in his
he's about him, unless he is actually manifest some qualities, some good qualities. Да, у меня был один друг, когда в Брамачарьяше мы проходили обучение, распространяли книги Вишнудасачарьи, и когда я его всегда прославлял, он так, знаете, он говорил: еще, пожалуйста, Прабху, еще. I had one friend in Brahmacharyashram when we were studying some course about book distribution. When I glorified him, he used to say, "Oh, Prabhu, please, more, say something more." Ну, конечно, это, если вы поняли, это был сарказм с его стороны. Конечно же, он не хотел никаких прославлений в свой адрес. It was as you might understood that it was sarcastic sarcasm, like because he doesn't actually want to be praised. Таков преданный, он не хочет слушать прославления. Даже если действительно он соответствует этим прославлениям, он не хочет этого. That's a devotee. He doesn't want to hear crazy words even though if he's deserving that, he has a good quality, but still he doesn't he doesn't want to hear these words. Преданный всегда перенаправляет прославления, которые звучат в его адрес, на других преданных, на своего духовного учителя. The devotee is always redirecting the glorificational words addressed to him. He is redirecting them to other devotees, to his spiritual master, to acharyas. И первое качество, Шрила Прабхупада часто говорит в нескольких местах в своих книгах, говорит, что первое качество для того, чтобы вернуться домой к Богу, это избавиться от гордости. Шрила Прабхупада often says that the first qualification to enable to go back to Godhead is to be devoid of pride. Нирмана моха джита санга душа. 15.5 Бхагавад-гита. 15 Bhagavad Gita 15 chapter verse number 5. Да. Них без мана, гордыня. Pride. The Sanskrit word is pride. Да, Шрила Прабхупада в начале этого комментария, кстати, по-английски там почему-то, там открыли, да, английский есть вариант, там почему-то ложный престиж, да? Мана это ложный престиж. Да, в тексте переводится как ложный престиж, но Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что здесь хорошо описано, как человек постепенно предается Господу. Прежде всего, необходимо избавиться от опьяняющего воздействия гордыни. The first qualification is that one should be not be deluded by pride. То есть я так понимаю, что в тексте ложный престиж, да, и гордыня это получается как синонимом, правильно? Если я правильно понял, кто-то меня может поправить, если не так. So as far as I understand, this false pride, false prestige, and pride is synonymous. It's the same, as far as I understood. Maybe somebody can correct me or. Прабхупада здесь говорит именно в комментарии об этом, что воздействие гордыни. Нужно избавиться от опьяняющего воздействия гордыни. Первое, что нужно сделать в преданном служении. So first thing, Prabhupada saying, the first thing we should be, what we should be done, what should we do is to get rid of pride.
Дальше Шрила Прабхупада в этом же комментарии говорит, тот, кто всегда ожидает почести в материальном мире, никогда не сможет покориться верховной личности Бога. And further in the purport, Prabhupada continues, for one who is always expecting some honor in this material world, it is not possible to surrender to the Supreme Person. Так, это очень важная тема для нас, для всех. It's a very important topic for all of us. Гордость. Мы можем гордиться всем, чем угодно. Даже, говорится, бедняк может своим этим одной пайсой или одной копейкой гордиться. We have to be proud of everything, every small and significant thing, like beggar can be proud of one paisa. Да, и вот преданные по мере практики сознания Кришны становятся старшими преданными. Этим тоже можно гордиться, начать. And devotees, by the course of their devotional service, they becoming senior devotees, and they can be also proud of that position, being senior devotee. Какие-то приходят, слава приходит преданному, да, по мере того, как он служит Кришне. Some fame can come in his own accord by the course of devotional service. Due to that, fame can be devotees can be some famous become. Нужно быть очень осторожным. We have to be very careful. Вчера Брикупати Прабху сказал, что Майя, чистая преданная, она нападает. Ее задача сбить с толку живое существо, отодвинуть его от преданного служения. И чем более велик преданный, тем, как он сказал, чем сильнее преданный, у нее как раз она нацелена на самых сильных, на лидеров. And yesterday, Brigupati Prabhu mentioned about the pride. So it's very dangerous thing. So, and Maya is very strong, and she is a pure devotee of the Lord, and she's doing her work nicely. And the target of the Maya first is those who are like leaders or who achieved something, like in the battlefield. First he gave example. Да, он привел пример с царем, да, то есть the example in the king that king was first target. If king was died in the battlefield, so the battle is finished. И все люди вообще... Пример по-русски с царем какой вы имели в виду? Что царь и жук? Не. То, что раньше цари выходили впереди войска на битву, то есть они были... И если царя убивают, то сражение прекращается. Да. И вообще в материальном мире все люди гордятся чем-то. То есть они гордятся своим образованием. Вот такие люди важные ходят, они там получили 3 образования, ходят. Богатство. Силой, да. All people in material world, they are very proud. And again, they can be proud of everything, like they have 3 degrees of 3 universities, or they have they're rich, or they're powerful, or they're strong, everything, or beautiful. So that's the causes of pride. Да, и вот я тут недавно общался вот со своим знакомым атеистом, и он как раз этим аргументом пользовался. Он говорит, вот у меня высшее образование, а у тебя нет высшего образования, поэтому ты меня тут не учи. And recently I spoke with my friend atheist,
And he mentioned Он this не reason. френд, он This не френд особо, он это, просто знакомый. not exactly friend. He just how to say как сказать знакомый. He's just Друг детства. Просто он не друг, он просто знакомый детства. it's just a person who I know a long time from the childhood. I know him, so we were conversing, and he told me that the same thing, that I have a university degree and you don't have. Я не хотел бы, чтобы у меня френды были атеистами. I don't want friends, atheistic friends. Они мне далеко не френды. I don't want to be friends with them. Это наши враги. It's our enemies. Это как Виджай Прабху рассказывал, что атеистам, когда атеист на улице подходит и говорит: я атеист, и ты такой говоришь ему, чтобы он взял книгу. Ну вот, как раз, тем более возьмите книгу, вы же должны изучить врага, вы должны знать вашего врага, то есть нас в лицо. Yeah, there is one nice argument on the street. If you meet some atheistic person and he's saying, "I'm atheist," you just can tell him, "Oh, that's book exactly for you. You have to know your enemy face. You have to know him who he is actually." На самом деле мы с ним еще потом продолжили беседу, так уже смягчилось все, потом опять накалилась обстановка. И в конце концов он не выдержал и сказал, что-то там такое-то, была схватка какая-то опять очередная с ним в переписке. И он сказал: ладно, если есть твой Бог, пусть он тебя покарает. Что-то типа такого, что-то в этом роде он там написал. And then we came to some our argument was mitigated. Then again, it's becomes like very hot, our conversation. And at the end, he told me, "Okay, if there is some your God in whom you believe, may he punish you for that." Да, поэтому они тоже все равно верят в Бога. So they still they are believing in God. Ага. И что же нам помогает избавиться от этой гордости? Вот тут эта ложная гордость, ложный престиж, пуджа, пратишка, желание, чтобы нас прославляли, желание, чтобы нам поклонялись. So what is helpful for us to get rid of this false pride and false prestige and the desire to be worshipped, desire some glorification for in puja, pratishtha, all these things. What is helpful to get rid of these things? Да, поскольку это является анартхами, препятствиями на пути преданного служения. Because this is these are actually anarthas or impediments on the path of devotional service. Нам помогает несколько есть, мое понимание, несколько есть объяснений этому. My understanding to this is there are several answers to that question. Первое, это нужно слушать повествование о величии Кришны. First, it's we have to hearing about the glory of the Lord is required. Айшварьяся самаграся вирьяса яша сакшия гьяна вайрагьяушаева шанам бхага итингана. Парашара Муни, отец Вьясадева, произносит этот стих о качестве Бхагавана, сила, слава, красота, богатство, знание, отречение. Источник всех этих качеств Кришна. Parashara Muni, father of
Srila Vyasadeva, he is saying this verse that Bhagavan, which opulences he possesses, that Aishwarya, Aishwarya, Агросия, Вирьяса, Яша, Сакштия. yeah, all this power, prowess, fame, all these 6 opulences. Да, и Прабхупада в науке самосознания в одной главе как раз объясняет качество Бхагавана. Он говорит, что Кришна, он обладал самым большим богатством. У него было 16 108 жен, и было 16, у этих жен у каждой был дворец. И не просто дворец, а в каждой комнате была мебель из слоновой кости, и все было отделано золотом. In the science of self-realization, Prabhupada explaining why Krishna is Bhagavan, and he's giving this example with the 16,108 queens of Krishna, and each of them, she has her own palace, and very beautiful palace, and everything in this palace was very opulent, and many of gold, valuable jewels, and everything was made from the let's say слоновая кость. Elephant bones. Elephant bones. I think there is specific words. Yeah. Oh, okay. Sorry. Yeah, I think you can say like that. Elephant bones, and и мрамор, как из мрамора там, да, все. Мрамор. Marble. Мебель, да, слоновая кость, золото. Gold. Вот. И также сила Кришны тоже беспредельна. С самого рождения, когда ему было всего 3 годика, он убил Путану. And the power of Krishna was unlimited. When he was only 3 years old, he killed demon Putana. Да, выпив весь ее жизненный воздух. Just suck out her life air. Слава Кришне также беспредельна. Мы прославляем Кришну, да, и Бхагавад-гиту, но многим людям по всему миру известна Бхагавад-гита. Я думаю, каждый, может быть, 3-й, 4-й человек, даже вот в Москве, когда мы распространяем книги, все знают про Кришну, про Бхагавад-гиту. And the fame of Krishna is also unlimited. We're distributing Bhagavad Gita, but mostly people, every 4th or every 5th, every 3rd people in Moscow, at least, they aware of Bhagavad Gita, of Krishna. Красота Кришны тоже, Прабхупада приводит пример. Американцы очень богатые и красивые. Эти достоинства следствие их благочестивых поступков. Но насколько Кришна привлекающий, мы не можем даже себе представить. Если просто какие-то люди там привлекают своей красотой, то насколько вот тогда прекрасен Кришна. And about the beauty, Prabhupada telling that you Americans are very beautiful because you have a good karma, and because of that you're have a beautiful appearances. But we cannot even imagine how beautiful Krishna is. Привлекательным человека делает еще и знания. То есть ученый, философ привлекает, да, но насколько привлекательно знание, которое дается в Бхагавад-гите Кришной, ничто не сравнится с этим знанием. And knowledge is also attracting feature. Knowledgeable person is very attractive, but we don't know how Bhagavad Gita, how the spiritual knowledge is attractive. Actually, it's very attractive. Также отрешенность, вайрагия. Прабхупада приводит пример, что
Большое предприятие может работать без директора, да, так и здесь это материальное творение работает под управлением его помощников Кришны, полубогов, а сам Кришна находится в стороне от материального мира. And renunciation Krishna is manifesting by that he creates this mature world, which is functioning automatically without his personal management. All here is done by the demigods, his representatives, and he is fully detached from that, not involved in that. Поэтому его и называют Бхагаваном, потому что он источник всех этих прекрасных качеств. That's why he is called Bhagavan, the source of all these opulences. И когда мы просто слушаем о этих качествах, слушаем о Кришне, получается, что мы как раз очищаемся от всего неблагоприятного. Кшидва там, свакатха, Кришна, пуня, шраванам, киртана, хридянтах, ствок, ябадрани, витхноти, сукрица там. And when we are hearing about the opulences, qualities of Krishna, our heart is getting purified. It says in Шримад Бхагаватам, Шинватаксвакатха Кришна. Да, Кришна очищает нас, очищает своего преданного Krishna, материальных желаний, когда в том развивается потребность слушать его послание. Krishna is purifying our heart from within when we are developing the urge of taste, of hearing about his glories. Да, также в Шримад Бхагаватам 2.8.5 есть прекрасный стих, что как раз Шримад Бхагаватам, это звуковое воплощение Кришны, Шримад Бхагаватам входит в сердце осознавшего его преданного и очищает от пыли, вожделения, гнева и желаний. In the Shrimad Bhagavatam 2.8.5, also there is a nice verse, says that Krishna enters the heart of the devotee who is relishing the pastimes. The sound incarnation of Lord Krishna, the Supreme Soul, or Shrimad Bhagavatam, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association, such as lust, anger, and hankering. Thus, it acts like autumnal rains upon pools of muddy water. Я хотел еще, это к тому, что слушая о таких возвышенных качествах Бхагавана, человек осознает свое смиренное положение естественным образом. And by hearing about beautiful qualities of Bhagavan, the person is naturally become prideless. He realizes his insignificant position. И сейчас, Тхира Прабху, я отлучусь буквально на полсекунды, и я хотел, чтобы супруга моя прочитала изучение Шри Чайтаньи Махапрабху, кусочек, момент, который олицетворяет этот момент вот отсюда, учение Шри Чайтаньи. Вот, я не знаю, как переводить, там много переводить. Докуда покажи? В общем, это про Браму. Вот. Может, и Йогеша Прабху сможет найти, если вы ему дадите ссылку. Это страница, это бумажная книга, 152-155 страница учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Но я не знаю, это в электронном виде как это найти. Не, а глава какая? Просто страница написана. Страница, глава «Достояние Кришны» называется. Там, наверное, тяжело будет. Вы просто, Тхира Прабху, послушайте, как она прочитает, а потом просто суть переведете. Там просто. Okay. So Mother Medani will read now from the book called Teachings of Sri Chaitanya. And chapter is... как глава называется еще раз? Достояние Кришны. The opulences of Krishna. And she will read in Russian, then I will summarize.
Okay. Духовные планеты называются вайкунтхами, потому что там все вечно и нет ни скорби, ни страха. Считается, что духовный мир включает в себя 3/4 энергии Верховного Господа, а материальный мир — 1/4. Однако никто не в состоянии понять, что представляют собой эти 3/4, так как даже материальную Вселенную описать невозможно. Чтобы дать Санатане Госвами некоторые представления о том, насколько велики проявления 1/4 части энергии Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху рассказал историю из ведических писаний. Однажды Брахма, владыка этой вселенной, прибыл в Двараку, чтобы увидеться с Кришной. Когда Брахма, первое сотворенное живое существо во вселенной, пришел в Двараку, привратник сообщил Кришне, что его хочет видеть Брахма. Услышав о его природе, Кришна поинтересовался, какой именно Брахма пришел. Привратник вернулся и спросил Брахму: «Который ты Брахма?» Кришна велел узнать. Брахма чрезвычайно удивился, почему Кришна задал этот вопрос. Он сказал привратнику: «Пожалуйста, передай Кришне, что к нему пришел Брахма, являющийся отцом 4 кумаров и имеющий 4 головы». Привратник сообщил об этом Кришне и затем проводил Брахму внутрь. Брахма склонился к лотосным стопам Кришны, а Кришна, оказав ему должные почести, поинтересовался, какова цель его прихода. «Я расскажу тебе, зачем я пришел сюда», — ответил Брахма. «Но прежде рассей, пожалуйста, одно мое сомнение. Твой привратник сказал мне, что ты велел узнать, какой именно Брахма пришел к тебе. Позволь спросить, разве кроме меня есть еще какие-то другие Брахмы?» Услышав это, Кришна улыбнулся и тотчас позвал множество Брахм из множеств других вселенных. Четырехголовый Брахма увидел, как многочисленные Брахмы явились к Кришне и стали выражать ему почтение. У некоторых Брахм было 10 голов, у некоторых 20, у некоторых 100, у некоторых 1 000 000. Четырехголовый Брахма даже не мог сосчитать Брахм, которые прибыли поклониться Кришне. Потом Кришна создал многих других полубогов из разных вселенных, и все они явились, чтобы выразить почтение Господу. Когда Кришна показал четырехголовому Брахме эту поразительную картину, тот занервничал и почувствовал себя комаром среди множества слонов. Да, вот здесь можно остановиться. Переведите. Да, я здесь просто суть это. So the summarization of that what you read, that so Prabhupada saying that the creation of Lord of the Supreme Lord is unlimited, and 3/4 of the creation is actually in spiritual world, and only 1/4 is the material world. But this even 1/4 of the creation is we are unable to understand the size and the actual dimensions of that. When there was a story when Lord Brahma came to visit Lord Krishna in Dwaraka, the watchman of Krishna, he asked him, okay, so let's wait. I'll tell to the Lord that you came. So he went to the Krishna and asked and told him, Brahma came to see you. And Krishna asked him, okay, which Brahma? Asked him which Brahma came. So and that person, guard, he came to Brahma and asked, okay, Lord Krishna is asking which Brahma came, and Brahma was a little bit bewildered, and he told, oh, there is others. Brahma, which is the son of 4 Kumaras and which has 4 heads. So the watchman told to Krishna that, and Krishna told him, okay, come, let him come, let him. And when Brahma came, Lord Krishna gave him all the respect and asked him, for what reason you come. And Lord Brahma told, okay, I'll tell you, but first I have some question for you in my mind. You asked which Brahma came. Does it mean that there are other Brahmas besides me? And Lord Krishna was smiled, and immediately other Brahmas started appearing, like 10-headed Brahmas, 100-headed Brahmas, 1,000-headed Brahmas. All that Brahmas came, and that Brahma was after seeing them, 4-headed Brahma,
he felt so insignificant. And then Krishna also invited all the demigods, great demigods of the universe to come, and all the persons in the presence of all the great personalities of Brahma felt very humbled and insignificant. And в конец, то есть он почувствовал очень смиренным себя, да, и незначительным. На этом все, да? Комаром, да, почувствовал. Слонов. And he felt himself as a like small mosquito, something like that. Small mosquito, да. Хороший термин, small mosquito. Вот, и вот это вот приводит нас к тому, что мы осознаем свое положение. С Тамал Кришна Махараджем, помните, тоже была история известна, все вы ее знаете, что вот Тамал Кришна Махарадж сидит в этой квартире и чувствует себя там гордым каким-то. And that's is helping us to get rid of our pride, like a story with Tamal Krishna Maharaj, when Prabhupada told him that story about the everyone I think knows about this. То есть вы сейчас расскажете эту историю, да? Нет, вы знаете эту историю, как Прабхупада сказал Тамал Кришна Махарадж, что существует столько вселенных, а когда он почувствовал, что Тамал Кришна Махарадж гордится, он ему сказал: вот мы сидим в одной из квартир, в одном из городов, в одной из стране, и так далее, и так далее. And when he felt that Tamal Krishna Maharaj he became proud, a little bit proud, he told him that story about there are many universes, there are innumerable planets in each of them, and innumerable planet systems and planets in each planet systems, and many countries, many towns, and many buildings. So in you sitting just in one of them, so he felt very insignificant. Дорогие преданные, если у кого-то есть дела важные, вы можете потихонечку отлучаться, но если кто-то... Просто я хотел тут закончить свою мысль сегодня. Извините, я уже чуть-чуть выхожу за пределы. А вы первое сказали Шраванам Киртаном, а второй момент какой? Вы говорите, есть два метода избавиться. Не только два, я сказал, есть несколько мыслей. Вот я и хотел закончить, просто я хотел преданным сказать, если кому-то нужно важное дело, вы можете спокойно выходить, мы не обидимся на вас. So he's saying that he wants to finish some material he prepared for the class, but if it's okay if you don't have time or have something to do more important, so feel free to exit, but we will continue a little bit more. Тхира Прабху, у вас есть еще, да, время какое-то? Ну, пока есть, да. Хорошо. Вот. И еще что может нам избавиться от гордыни? Вы, кстати, можете сами потом что-то добавить, кому что помогает. Это я свои понимания рассказываю, как избавиться от гордыни. Еще что нам помогает избавиться, это общение с преданными. And it's just my understanding how we become rid of false pride. It's just my understanding, and you can also suggest your realization in this regard. И какой второй метод? Как избавиться? Общение с преданными нам помогает. Общение. The second method is which is helpful to become free from pride, is to associate with devotees. Например, я вчера смотрел фильм «Воспоминания Шри Прабхупади», и Джанананда Свами есть такой, он рассказывал, как он получал инициацию. Какой с вами?
Джанананда Свами. Janananda. For example, yesterday I saw memories, Prabhupada's memories, and there was one devotee, his name Janananda Swami. He's sharing how he got initiated. Как он получал саньясу или как он получал инициацию? Инициацию. Дикшу. How he got initiation. Да, так он говорит, что вообще его четки не нашли, они какие-то были там маленькие. И он всю ягью сидел, ждал, пока его вызовут. Его никто не вызвал. И ягья закончилась, и Шрила Прабхупада, и все преданные ушли. Он остался сидеть там. У него не было четок, да, в смысле? Нет, четки были в сумке, просто их слуга не нашел, не вытащил. Вот, и не дал. У слуги в сумке остались его четки, да? Да. So, and there was an initiation ceremony, and his beads, which has supposed to be given to Srila Prabhupada, the servant of Srila Prabhupada, he forgot them in his bag. He forgot to give it to Prabhupada. So the whole initiation ceremony that Janananda Prabhu at that time, no, he was not initiated at that time. So he was sitting and waiting for his turn to get initiated, but that moment never came. And the ceremony was finished. Everyone left, Prabhupada left, and he was just remaining seated. И он, говорит, я подумал, что это, наверное, Кришна устраивает, чтобы я стал таким вот смиренным. Это, наверное, что? Это Кришна устроил, чтобы я смиренным стал. So, and that devotee thought, I guess it's a plan of Krishna. He arranged it so that I become more humble. И потом, на самом деле, все это вылилось в то, что, наоборот, он получил инициацию 1 на 1 со Шрилой Прабхупадой, потому что преданные заметили, что его пропустили, и Прабхупада сказал, пусть едет в храм за нами. And it turns out that that was a benediction, because actually later on he got personal, like one-to-one initiation from Prabhupada. He was alone because devotees are realized that his beads are missed, and so he told Prabhupada, and Prabhupada told, okay, tell him that he should go to the temple. И он остался 1 на 1 с Прабхупадой, никого не было рядом, и он поклонился Шриле Прабхупаде, держа в руке мешочек с четками. И Прабхупада тут же его стал поправлять. Ты неправильно кланяешься. Сначала положи мешочек с четками на стол, и чтобы руки у тебя были в дандавате на полу, 2 руки. And he was alone with Prabhupada in the room, tete-a-tete meeting, and he started, Jananda Prabhu, he started paying obeisances, but Prabhupada immediately corrected him. He told him, no, first you should put your bead bags on the table, and then you offer your obeisances so that your palms are flat to the floor. Кстати, это к тому, что надо правильно кланяться, не держа ничего в руках. Для нас это урок тоже. So your palms should be facing the floor. It's also a lesson for us when we are paying obeisances. We should not hold anything in our hands at that time. И Прабхупада дал ему инициацию, дал ему эти сладости, просто чудо в руке. И тот поклонился уже, только у него уже в руках были сладости, он повторил это со сладостями. И Прабхупада опять же его поправил, сказал, сначала положи сладости на стол, потом правильно поклонись. And after the initiation, Srila Prabhupada gave him simply wonderful balls, and Jananda Swami again, paid obeisances, again the same mistake. He was holding in his hand this sweet ball, and Prabhupada again corrected him. He told, no, first put prasadam on the table and then pay obeisances.
Да, вот это общение с преданными. И мой Гуру Махарадж тоже меня очистил. Я вам поделюсь с вами сокровенной историей. Я не всем ее рассказываю. And that is the purification, and special mercy given by Prabhupada. And I will tell you some intimate story. My Guru Maharaj also was correcting me and purifying me. I'm not telling this story often. Когда-то в Казани я со своим товарищем преданным собрались на Санкиртана, и Гуру Махарадж появился там. Он шел, а у нас были пачки, коробки с книгами. И я так был рад, что Гуру Махарадж заметил, что мы на Санкиртану собираемся. Вот, It и was, я... Да. was in Kazan, one city near Moscow, and my friend and I was about to go on book distribution, and Guru Maharaj came also. He was visiting that city temple, and we were walking with the books, and the Guru Maharaj saw us. Our Guru Maharaj saw us, and I was so happy that he noticed that we are going on book distribution. So I... И что вы сказали? Ну, я был рад внутри, что он меня увидел с книгами, что я собираюсь на Санкиртан. Ага, это я перевел. А сказали вы что? А я ему сказал, Гуру Махарадж идет так, ну, он увидел, он заметил, он кивнул головой, а я ему сказал, Гуру Махарадж, Санкиртана, Санкиртана, Санкиртана. И он меня с сарказмом передразнил. Санкиртана, Санкиртана, Санкиртана. And yeah, I was so happy that he noticed us that we are with books and going on Sankirtan. So I told him, Guru Maharaj, Sankirtana, Sankirtana. And I showed him books, Sankirtana. And he was kind of sarcastically replied the same, Sankirtana, Sankirtana, like same thing he told, but very, very sarcastically, like. Ну, то есть он мне дал понять, что ты тут как попугай повторяешь Санкиртан, и так видно, что ты идешь на Санкиртан. Зачем говорить, да? So he meant that by this he wanted to tell that yeah, I'm aware, I see that you're going on Sankirtan. No need to tell me that. Поэтому нам гуру сразу даст понять, кто мы, чтобы почувствовать себя комаром по сравнению с Кришной. That's why Guru is always revealing us our real position, so that we can feel, we can don't forget our real insignificant position, how we really small Mosquitoes. mosquito, small mosquito. Small mosquito. Да, и вот я вчера вспоминал, Бригупати Прабху, я ему озвучил, что когда кто-то из преданных Санкиртана, великих распространителей книг, что-то говорит о своих результатах, или ну, как-то все представляют, то никто не может догнать Бригупати Прабху никогда в жизни. Потому что Бригупати Прабху уже на протяжении 50 лет распространяет книги каждый день. So, and yesterday I spoke also that if somebody is proud of his book distribution results, something, he can remember just that devotees as Brigupati Prabhu, who is distributing books very regularly over 50 years now. So he distributed lots of books. И Махотсаха Прабху тоже. As well as Mahotsav Prabhu. Тоже. Это какие-то, как сказать, как правильно еще выразиться,
это какие-то невообразимые вообще цифры они показывают. This is incredible results and not unimaginable. Да, и слушая таких преданных, мы понимаем, что мы тут где-то очень-очень далеко от них. And by hearing about these devotees, we can realize that we are somewhere far away from them. Small mosquito. Маленький комар для тех, кто не понимает английского. Да. И Санкиртана тоже помогает нам. Сама Санкиртана, когда мы выходим проповедовать, распространять книги. Я помню, у меня был случай, я приехал из Дхамы такой заряженный, я первый раз поехал в Дхаму. Не первый раз, какой-то из разов. Вот, и я думал, вот сейчас я выйду на Санкиртану, сейчас в медитации такое, что что-то сейчас произойдет такое удивительное. Думаю, вот первый человек, кого я встречу, наверное, он возьмет книгу сейчас, и у меня, наверное, столько шахти, я так заряжен. И первого, кого встречаю, это женщина в Москве, и как она меня послала подальше. Also, the Sankirtan, the book distribution itself, helping to develop, to get rid of pride. Once was maybe first or second my trip to after my first or second trip to India, to holy place Vrindavan. I returned to Moscow and I felt like I got some shakti now. I got purified, and my Sankirtan now will be very powerful. Something mystical will happen, and maybe some first person which I met, which I'll meet on the street, will take book or something. But first person I met was women in Moscow, one woman, and she just chastised me very severely. Just told me some unpleasant words and went away. Да, и мне также люди на Санкиртане, одна женщина, одна сказала, я ей не хотел дешево за копейки отдавать книгу, она мне просто сказала, да ты жмот. And one lady told me, I didn't want to give her book for a small price, very cheaply. And she told me, but you're a miser. Как по-английски жмот? Miser. Майзер. Классное слово. Манидхар Прабху тоже рассказывал, что, по-моему, он, я сколько помню, про себя рассказывал, что он был лидером Санкиртана в то время, много книг распространял. И как-то на таком воодушевлении он тоже вышел в парк в Германии. И тоже, по-моему, из Дхамы приехал он, заряженный. И первое, что он увидел, это подошла к нему собачка, к его ноге, подняла ногу и сделала свое дело. На ботинок. And also Manidhar Prabhu also telling a story when he returned from Dhamma, just came back from holy places, and he went on Sankirtan, and first thing which happened, and that dog, some dog came to him and just passed urine on his shoes. Да, поэтому мы, к чему я говорю, мы говорим о смирении и о избавлении от гордости. Поэтому много есть методов, которые нам помогают избавиться от этого. The topic about how to get rid of false prestige, false pride, and there are many methods actually how to get rid of this pride. Я поделился с вами своими пониманиями об этом. I just shared my understandings. Шрила Прабхупада учит нас, как направлять почести. Он в Бхагавад-гите говорит, что меня прославляют за то, что я распространил движение сознания Кришны, однако я просто делал то, что мне говорит мой духовный учитель.
Prabhupada, by his example, he showed when he was praised by that he spreads Krishna consciousness movement so widely. He told, I did nothing. What I did is... Я просто выполнял наставления, да, он говорил? Просто выполнял наставления своим помощи, да? Да. I just followed the instructions of my Guru Maharaj. I did nothing. I just followed the instructions. И все ачарьи нас учат. Они не учат нас стань великим ачарьей, великим проповедником. Они учат нас, позвольте мне стать смиренным слугой, слуги, слуг, даса, анудаса. And all the acharyas, saintly persons, they are not teaching us to be proud of your achievements, to be an important person. They teach us to become, how to become servant of the servant of the servant. Даса, анудаса. Как Бхактивикаш с вами в одной из своих лекций сказал, я хочу лучшим преданным стать. Я не могу стать номером 75 зиллионов, 345 триллионов, 41 миллиард, 13 миллионов 74. Это не мое положение. Ну хорошо, я не могу стать одной из гопи, но, по крайней мере, я должен быть в первой 1000. My Guru Maharaj told that I don't want to be like 1,000 lakh gopis at the end of that list. I want to be at least in the first 1,000 of the gopis. Шрила Прабхупада молился так, вот мы можем также молиться, что я просто марионетка в твоих руках, заставь меня танцевать, если ты хочешь, как ты захочешь. And Srila Prabhupada taught us by his prayer that please, dear Krishna, please make me dance as you want. Just make me a puppet in your hands, instrument in your hands. Да, Бхактивикаш с вами, он сказал с сарказмом это, что преданный не хочет просто стать в 1,000, он наоборот, типа, как же, я должен быть в первой 1000. Сарказм здесь. Yeah, it was regarding the gopis that you sarcastically he's saying that he wants to be in the first 1,000. No, it's like demonstrating our pride we want to be in the first lines, in the first positions of among the devotees. Например, сам Господь Чайтанья в Шикшаштхике, он тоже вот эти молитвы, он говорит, ты дал нам святые имена, и в этих именах есть все твои трансцендентные энергии, но у меня нет, я настолько неудачлив, что не чувствую влечения к ним. Это сам Господь Чайтанья говорит об этом. As Lord Chaitanya himself is saying in Shikshashtakam, Nam Namakari Bhakutani Jasarva Shaktis, you gave us the holy name, but in you put in your holy name all your spiritual potency. But I am so unfortunate that I am not feeling any attraction to them. Да, и также он говорит Надханам, Наджанам, Насундарим. Он говорит, я единственное, что я хочу, только жизнь за жизнью служить тебе, не ожидая ничего взамен. Also, he said, I don't want any opulence, I don't want any followers, I don't want any beautiful women. What I want is just life, birth after birth, to serve you without any profit or without anything in return.
Но это не значит, что у Господа читания не было там, ну, что он был настолько неудачлив, что он не чувствовал влечения. Наоборот, Господь читания мы читаем, он только при виде какой-то реки Ямуны он уже испытывал и проявлял. Любой реки, он может быть Да, он был, ну, особенно если он видел Ямуну или что-то еще, он проявлял признаки экстаза. But it doesn't mean that he didn't feel any ecstasy or taste for chanting. We know that even just by seeing any river, he thought that this is Yamuna river. He felt ecstasy. Но Господь читания, наши ачарьи, они учат нас, как мы должны молиться Кришне. But Lord Chaitanya and Acharyas, they're teaching us, actually, showing the example how we should pray to Krishna, in which mood we should do that. Поэтому очень важно петь эти песни. Народ ему даст такую Бхактивинод Такур и так далее. That's why it's very important to sing these songs. Narottama Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur. That's very important. Джай, ну вроде все, что я хотел сказать, только я хотел еще подчеркнуть, что давайте служить таким чистым преданным, как Шрила Прабхупада. И Шриле Прабхупаде очень нравилось распространение книг. That's basically all that I wanted to say. So I just wanted to emphasize that let's serve that devotees, great devotees, Srila Prabhupada, and he was very pleased when his books were distributed. Кавичандра Свами недавно в своей лекции я его спросил про Шрилу Прабхупаду, что чувствовал ли он, когда Шрила Прабхупада ушел, чувствовал ли он разлуку со Шрилой Прабхупадой. Он сказал, что на Санкиртане я всегда чувствовал, что Шрила Прабхупада стоит за его спиной. Кто это еще раз? Кавичандра Свами. Recently I asked Kavichandra Swami whether he thought separation from Srila Prabhupada when Prabhupada left the body, whether he felt separation. And Kavichandra Maharaj told, I never felt separation. When I was on Sankirtan, I felt like Srila Prabhupada is behind my back. He is present, he is watching. И он еще сказал, что выполняя разное служение, я не был полностью уверен, что Шрила Прабхупада точно доволен этим моим служением. And also he told that doing various service in devotional service, I was not sure whether Prabhupada was satisfied or not with my seva. Но он сказал, что я полностью уверен, что Шрила Прабхупада точно доволен, когда мы распространяем его книги. But I felt, I was sure, I felt that Srila Prabhupada was certainly satisfied when we are doing the Sankirtan service, book distribution. Да, Шрила Прабхупада Кейджай и строгим его последователям тоже Кейджай. Srila Prabhupada Kijai and his strict followers Kijai. Да, пожалуйста, у кого-то, может, есть реализация, Maybe someone has some realizations. направление, дополнение. Бхактин Пурвасе говорит, спасибо большое за прекрасную лекцию. Благодарит вас. Спасибо вам. Thank you for coming. Так, Харе у нас Кришна, тут... большое спасибо за лекцию. Это хороший старт сегодня на весь день. И реализации будут приходить еще. Я так понимаю. Харе Кришна. Спасибо. Thank you, very nice for the wonderful class, and it's good. It's a perfect start for the day, and I'm sure that realizations will continue unfold. Realization from the class continue to unfold during the day. Как Бхактивикаш с вами однажды, всегда часто так говорит, спасибо за лекцию. А что вам именно понравилось в лекции? Здесь же такие были сегодня жесткие, острые слова ачарьев. But my Guru Maharaj is often saying, okay, you like the class, but what specifically you liked? Can you share? Because there is
was very sometimes strict and harsh words of the harsh truth of the acharyas. Да, и все, что я говорил здесь сегодня, это все было основано на словах Шрилы Прабхупады и его последователей, или ничего моего вообще не было. And everything I was told in the lecture was based on authorities, on shastras. What Srila Patsya Acharya said, I didn't say anything from myself. Поэтому я направляю это все по Гуру Парампаре. That's why I redirected it to Guru Parampara. Все ваши, как сказать, Прославления. прославления, спасибо, да. Это не мне спасибо. Благодарность. All your glorification and all your thankfulness I direct to my Guru Maharaj and Acharyas, Srila Prabhupada and Acharyas. Да, Матаджи Оксана, у вас есть что-то сказать? Похоже, да, расключила камеру. Харе Кришна, Смита Кришна, Прабху, преданный, примите мой поклон. Большой, я тоже хотела присоединиться к... Ну вот, слушаешь вас, это всегда как глоток свежего воздуха. Вы сегодня затронули тему гордости, вот такой вопрос, ну, вот для начинающих преданных. Вот когда тебя... Не то, что ты специально там что-то выставляешь, а вот нечаянно, можно сказать, похвалили, ну, это внутри приятно. Я просто к тому, что, ну, вот я понимаю, что на высоком уровне преданные, они это понимают, что хотят быть как вот, как вы говорили, как москиты. А когда ты еще на начальном этапе, то, ну, вот что делать с вот этим вот чувством? И вот новеньких совсем преданных тоже, которые только начинают, например, там гирлянды делают, и заметили, что красиво сказали, что вот вы там, ну, вот там удовлетворили там кого там, Пуджари, Божеств, Прабхупаду, ну вот, мы же говорим им слова, ну и сами можем принять вот эти вот слова, как бы, там, не знаю, благодарность, может, какое-то восхищение, или это все-таки плохо? Ну, это чисто женский вопрос, извините. А последнее не понял, то есть когда прославляют Шрилу Прабхупаду, вы принимаете это? Нет, вот, ну, например, сделал, ну вот я чисто вот о себе там расскажу, попросили там гирлянду сделать незапланированный день и там и для божеств, и для Прабхупады. Вот и сделала, вчера сидели в храме, кушали, и Пуджари спросила, кто делал? Я говорю, я. Такая, они там, ну, там, такие-то, такие-то получились. И мне было приятно. Я понимаю, что это, ну, я же как бы там передаю, но все равно внутри приятное ощущение есть. Но это не то, что ты там бегаешь, а вот я сделал, и всем рассказываю, что ты это сделал. Как бы вот с этим чувством что как бы делать? Ну, передаешь его или Прабхупаде, там, Гуру Махараджу, но вот когда совсем новенькие преданные приходят, для того, чтобы их вдохновить, их же можно похвалить, ну, я просто про это, как бы об этом вопрос. So the question is that, yeah, thank you very much for the class, and it's like a fresh air. Listening to you is like breathing the fresh air. And the question is that, for example, regarding the pride, if a new devotee, for example, and they did something good, and they are not trying to advertise themselves that I did this. No, they just accidentally came to knowledge that devotee made something nicely. Did some seva. For example, garlands. I was making garlands recently. They asked in the temple to make garlands for the deities, and the pujari then came and asked who made the garlands, and he told this is very nice garlands, and I felt satisfaction inside. I felt that I am pleased by these words, that glorification. And you mentioned that in a higher level, devotees, they are not accepting that as they did something. They're not feeling like that it's they did something nice. They're always giving the credit to
the predecessors, acharyas. But what in the case of new devotees and what to do with the sense of satisfaction when somebody praising you, and also can we praise others? И второй вопрос: можем ли мы прославлять других? Ну, то есть можем ли мы хвалить других, да? Можем ли мы похвалить, да? Или как вы сказали? Новеньких, чтобы вдохновить делать какое-то служение. Вот они что-то сделали, можно же говорить им, это же, ну, как бы считается нормально. Нормально ли это, да? То есть нормально, да? Yeah, and is it okay to tell if they for new devotees, if they made something new, something nice, nicely did seva, can we like praise them, say some nice words, glorifying them? Is it okay? Ну, конечно же, нормально. Мы же сегодняшний контекст, все, что было сегодня в лекции, это было направлено на то, как мы сами относимся к нашему прославлению свой адрес. Но когда кто-то из преданных делает что-то хорошо, обязательно это наша обязанность замечать это и прославлять это. Yeah, of course. What I've said in the lecture, it was regarding when we are glorified. But that's actually if someone makes something nice service, it's our duty to glorify the devotees. И я рекомендую вам прочитать 4.19.2. Кстати, скоро мы будем читать этот комментарий, главу эту. 4.19.2. Это когда Притху Махараджа с Индрой сражался, потому что Индра позавидовал ему. Притху Махараджа, по-моему, хотел так сказать, не переплюнуть, как победить Индру в жертвоприношениях, больше в количестве жертвоприношений, жертвоприношений Ашваметха-яги. И там в этом контексте Шрила Прабхупада там комментирует, что в материальном мире все завидуют друг другу. Можно прочитать, если хотите, вот 4.19.2 от Хира Прабху, откройте. Или как прочитать? In Шримад Бхагаватам 4.19.2 комментарий, да? Да. Комментарий. Можно не весь читать. Суть этого в том, что среди людей сознание Кришны, однако все обстоит по-другому. И есть, когда один преданный в чем-то опережает другого, отставший, и только радуется за того, кто больше его преуспел в служении Господу. То есть нужно радоваться, научиться радоваться за других преданных. Это характеристика. Прабхупада говорит, это характеристика вайкунхи. The characteristic of Vaikuntha is to learn how to become really happy by seeing the nice devotional service of others, not to be envy of them, but sincerely happy for them. Да, вот такой комментарий есть. И знаете, и на страницах наших книг Шрилы Прабхупады мы видим, что преданные, они только и занимаются, что прославляют друг друга и служат друг другу. And then from the Shrimad Bhagavatam pages, we are learning that all that devotees are doing is to glorify the activities and pastimes of the Supreme Lord and His devotees. Например, мудрецы Наймишараня выбрали Суту Госвами, там очень много литературных красивых стихов. Как они это сделали в начале Шримад Бхагаватам, как они его прославили, почему они его выбрали. For example, sages of Naimisharanya, why they have chosen Shukadeva Goswami as their speaker, and how they glorified him, nicely praised him, very poetically. И как есть знаменитый стих, Хира Прабху, вы его тоже цитировали вашему Гуру Махараджу, он понравился. Я не помню точно какой-то стих,
Но суть этого стиха в том, что Прохлада Махарадж говорит, что пока я не осыплю себя, свою голову пылью с лотосных стоп вайшнавов, я никогда не смогу привязаться к Кришне. Это Бхарата Махарадж. Бхарата Махарадж говорит. И это Махараджа Рахугани. у него есть тоже, у Прохлады Махараджа тоже есть такой стих. Ну, может быть, и Бхарата Махарадж тоже есть, но у Прохлады Махараджа тоже есть. Вот именно который наш Гуру Махарадж, Махадьюти Свами цитирует, это вот из истории Бхараты. Они, наверное, 7.5.32. И что там говорится? Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп Вайшнава, всецело свободного от скверны мирского бытия, он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа. 7.5.32 это Прохлада Махарадж. Да, ну, видно, есть похожие стихи в шастрах. То есть надо ценить общество вайшнавов. Как Прабхупада говорит, общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. So we have to value very much the association of devotees. As long as we are in association with devotees, we are associating with the Supreme Lord Himself. And to achieve the Lord is not possible by any other means, by any tapasyas, by any deity worshipping or any other things. As Prahlada Maharaj saying that just only by putting the dust of from the lotus feet of the devotees of the Lord on your head, you can achieve the Supreme Lord. Да, и, конечно же, не нужно, знаете, как это выразиться, вот как в случае, как здесь мы обсуждаем на страницах Бхагаватам, не нужно прославлять то, чего у человека нет. То есть слишком слишком навязчиво как-то прославлять кого-то. Но мы должны замечать то, что реально преданные делают, и подчеркивать это. В этом ничего плохого нет. Можно сказать, вот, например, Йогеша Прабху, вот как вы прекрасно нам ассистируете, прекрасно, быстро, четко находит стихи, да? Или вот Матаджи Кахунда, она вот, ее не видно здесь, но она здесь присутствует, она каждый день выходит и распространяет книги Шрилы Прабхупады. Вот мы должны это ценить и говорить об этом другим преданным, это нас вдохновляет самих, и это наша философия вайшнавская. And it's our responsibility, our duty actually to, if you're noticing something, to praise, to glorify that, not artificially, because it's artificially you're doing this, it would be a little bit external. But if you notice something, we have to notice something good and glorify that good. For example, Yogesha Prabhu, he's nicely administrating all the time. He pulling the verses out very quickly, and Mother Deva Dehakunda, she's distributing books every day in her city. So we should notice and glorify it. It's our duty. Да вот моя дорогая супруга что-то хотела тоже добавить. Будете добавлять? Да, я хотела к первому вопросу, опять же, Оксана, поделиться опытом, что когда я только пришла в общество преданных очень принято новеньких преданных прославлять за все. Когда ты уже не новенький преданный, уже тебя особо не замечают. Но когда ты только приходишь, тебя прославляют буквально за то, что ты просто хотя бы переступил. Да, я сейчас Хир Прабху расскажу, а вы можете... И преданных прославляют, и я также попала под эту волну, там каждый считал своим долгом просто прославить тебя за такими какими-то хвалебными речами. И я однажды помню, что я мыла посуду после пира, и я помню даже то место, где мы стояли, и меня там все прославляли, я стояла там, мне так казалось, что осыпают меня полубоги цветами, и меня так прославляли. И подошел один старший преданный, Махапракашу Прабху, а я такая вся в полете. И он говорит,
Маджи Мридани, ой, Маджи Милана, когда вас прославляют, всегда просто говорите «Джай Прабхупад». А я даже не знала, что это значит на тот момент. Он говорит, просто говорите 2 слова «Джай Прабхупад». Я говорю, хорошо, ну он же старший, надо делать то, что старшие говорят. И я начала всегда говорить, меня прославляют, там, Маджи Милана, вы так хорошо посуду моете. Я говорю, Джай Прабхупад. Вы там то-то делаете. Я говорю, Джай Прабхупад. Я еще не знала значения, и потом спустя, вот это вошло у меня в привычку, даже неосознанно. И спустя год, может быть, я общалась с одним старшим преданным, поехали на выездную, и я ему рассказала, говорю, вот мне Махапракаш год назад сказал, я всегда так говорю, поэтому. Он говорит, поэтому ты продвигаешься по духовному пути, потому что ты даже неосознанно, просто не приписываешь себе, ты сразу это отправляешь или Прабхупаде. Даже неосознанно это будет работать. Даже если ты гордишься и говоришь, Джай Прабхупад, но все равно ты прославляешь Матаджи Прабхупаду. Дехакунда тоже то же самое написала. Джай Прабхупад. Вот, да. Но она осознанно это делает, в отличие от меня. Вот, так что это тоже будет работать. Oh, Mother Bridani, she's saying this story when she was a young devotee, just joined the temple. There is a usual custom for new devotees. New devotees are very much glorified for everything, even just if they come to the temple, they're glorified. So I was washing the dishes after the feast in the temple, and devotees came and started glorifying me, praising me for my sevas, that I'm so sincere. And I was feeling like I'm showered by the flowers from the demigods. And I was very pleased by that. And one senior devotee came, Mahaprabhu Prabhu, and he told me, Bhakti Milana, Mataji Milana, when someone is glorifying you, just say 2 words, Jai Prabhupada. I didn't know about anything about that and why is that. So I just started to do that every time when I was glorified. I used to just say Jai Prabhupada. And later on when we went on Sankirtan with some senior devotee, I told him that, and he told that that's why you are progressing in Krishna consciousness, because you're unconsciously, but you are redirecting that glorification to Guru, to Guru Parampara. So that's why you are able to progress. Преданные, уже много времени у нас, 9:22. Уже пора, наверное, всем, уже половина преданных вышла, уже по делам. Давайте, наверное, будем закругляться. Мы ждем всех на этой санге. Всегда у нас каждый день здесь проходит обсуждение Бхагаватам. Поэтому у кого есть возможность, пожалуйста, подключайтесь. Вот будем рады видеть вас. Спасибо вам большое. Вот. So it's time to stop. The devotees start to leaving. We are over time, so please come every day, join us. We will be happy to see you. So thank you very much for coming. Что, будем заканчивать? Джай Шрила Прабхупада ки джай, Грантарат Шримад Бхагаватам джай, всем ки джай, хорошего дня в сознании Кришны, проповеди. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна. Thank you. Спасибо. Намам Вишну Падая Кришна, Приштая Шримад Бхагаватам Свами, Вишну Падая Кришна, Кришна. Всегда свать Масте Сарасвати, Гуру Шиши, Слава Кришна, Гуру. Его милость Смита Кришна Прабху ки джай. Чай. Харе Кришна. Харе Кришна.